Всем привет! Вы на канале Family Trip – семейные путешествия. И сегодня мы приглашаем вас погулять вместе с нами по французскому Лиону. Мы посетим самые интересные, на наш взгляд, достопримечательности. Пройдемся по городу, покатаемся на необычной карусели, попробуем лионские вкусняшки. Не буду вас долго задерживать вступлением, давайте уже скорее отправимся в Лион. А пока мы едем, не забудьте на нас подписаться, если еще этого не сделали. И присоединяйтесь к нам в соцсетях. Там мы выкладываем много фото в реальном времени и всегда рады общению. Вот мы увидели знак Лион. Въезд в Лион, получается. Это наши апартаменты. Так, мы живем вот в таком месте в Лионе. Внутренний дворчик. Это наш столик, наш балкончик. Так, пойдем наверх. Заходим. Так, вход в наши апартаменты в Лионе. Детская кровать, которую уже они разложили. Такие вот сводчатые потолки. Кухня. Посудомойка есть. Есть микроволновка. Вот посудомойка. Посмотрим ванную. Ну, в общем, номерок прикольный, в самом центре. Мы сейчас припарковались. Выход из наших апартаментов прямо на берег реки Соны. С такими вот классными платанами, где тенечек. Это вот домик, это у кого выходит сюда окна. Вот такой вот у нас. И идем гуляем. Вышли на главную площадь Лиона перед Лионским собором. А вот тут как раз Лионский собор. Лионский кафедральный собор или собор Иоанна Крестителя – это главный храм Лиона, начиная с XII века. Расположен в квартале Сен-Жан, в Старом Лионе, в средневековой части города между холмом Фурвьер и рекой Соной. Здание собора построено в готическом стиле и имеет 80 метров в длину, 26 метров в ширину и 32,5 метра в высоту. Собор украшен витражами, в том числе и XIII века. А еще здесь находятся самые старые во Франции действующие астрономические часы. А на площади Сен-Жан напротив собора находится фонтан, изображающий Иоанна Крестителя. Здесь музей кино, такой внутри дворик. Мы уже купили брелочки прикольные, а вот здесь символ города Лев. Мы решили, не пойдем туда, а пошли гулять дальше. Делают шелка, ткани всякие такие тут шелковые. Мы еще немножко погуляли по старому городу, зашли в собор Святого Георгия. И вот смотрим на главный собор Лиона, а наверху на холме Фурвьер возвышается базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, куда мы и решили сейчас отправиться. Но подниматься наверх мы будем не пешком, а на фуникулере. Мы купили билетики на фуникулер на семью, 2 взрослых и 2 детей до 15 лет, 6 евро. Начался наш подъем, а сейчас в какой-то туннель мы въезжаем, вот в такой. Приехали мы на фуникулере. О, красиво! Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер – это римско-католическая церковь, построенная в сочетании неовизантийского и неоготического стилей по проекту архитектора Пьера Боссона в конце XIX века. Церковь на вершине холма Фурвьер возвышается над Лионом и является символом города. Пока вы любуетесь внутренним убранством базилики и видами на город, я пару слов скажу о Лионе. Лион – это город на востоке Франции, расположенный в месте слияния рек Рона и Сона, является 3-м по величине городом Франции и 2-м по значению после Парижа. Старый город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Лион известен своей гастрономией, культурной жизнью и как место, где возник кинематограф. Именно здесь братья Люмьер начали производство своих фильмов. Вот она, моя Рапунцель. Очень понравилось. Внутри очень классный собор Нотр-Дам-де-Фурвьер. Зашли в крипту, там были разные Мадонны, и черные, и ливанские, и индийская, и японская даже. Очень интересно, симпатично. Видно, город сейчас посмотрели. Сейчас пойдем к Эйфелевой башне. Это вот сюда.
Эта башня является точной копией третьего этажа Эйфелевой башни, а называется металлическая башня на Фурьере и является еще одной достопримечательностью Лиона. Высота башни от основания составляет 89 метров и является самой высокой точкой города. Лиза увидела карусель вот такую классную. Карусель, там поднимаются шишки. Очень круто. Пойдем, конечно, пойдем, идем. Давай, давай. Чудо-ель, переливаются лампочки. Мне кажется, да, поехали, там птички еще поют. Пойдем, пойдем. Давай, давай. Пойдемте. Купили билетик вот на эту супер шишечную. Шишечная? Шишечная карусель. Ты когда-нибудь каталась на шишечной карусели, Лиза? Да. Нет еще? Вот сейчас. А там музычка такая еще веселенькая. Они решили с Нового года не убирать, видимо. Нет, нет. Ну, летим над Лионом, можно сказать. Так, ну что, как ваши впечатления от этой карусели? Классные. Классные, нам тоже очень понравилось. Вид отсюда открывается вообще шикарнейший. Очень красиво. Налюбовавшись Леоном с высоты птичьего полета и изучив его макет, мы решили немножко перекусить местных сладостей. Эклер, бриоши, что-то похожее на тонкий сладкий сухарик – это то, что мы попробовали в этот раз. Владик взял себе мятное мороженое, говорит, зубная паста. Так мы решили спускаться от Нотр-Дам-де-Фувьер тенистым парком, который спускается вниз как раз к нашим апартаментам. Лизочка увидела такие розочки и ходит и смотрит на них, собирает. Да, здесь вот стрелочка туда, но мы пойдем по кругу. 6. Вот, они увидели циферку 6, а Владик вот здесь спускался. А мы идем здесь, и здесь не жарко, и очень приятно идти. Теперь мы идем вниз, спускаемся, уже парк мы прошли, вышли из парка, и теперь вот по такой лестнице. Как будто я на поводе Да. еду. Как будто рельсы, да. Спускаемся вниз, а это вот собор Нотр-Дам-де-Лион. Мы отдохнули и вышли снова погулять. Через такой пешеходный мост пойдем смотреть в ту сторону города. И там, кстати говоря, где мы идем к площади Белекур. А набережная вообще прекрасна, полна тени. Сегодня жарко, сегодня 30 с чем-то градусов и прекрасные платаны. Вот. И такой вот обзорчик. Народ катается, кстати, на корабликах. На кораблике тоже можно покататься. Город пока производит очень приятное впечатление. Идем через мост, через реку Сону. А это уже берег, на котором живем мы, откуда мы только что вот по этому мостику пришли. Точнее, мы еще не дошли до этого берега, но сейчас идем по пешеходному мостику, поэтому он, кстати, трясется, качается немножко. А народ тут вот на реке плавает вот в таких лодочках, катерочках. Вот. Ветер тут довольно сильный. И это, кстати, очень приятно, потому что на улице градусов 34, но очень комфортно. Уже вечереет, уже градусов, уже, наверное, часов 5, я так думаю. Вышли на площадь Белекур. Тут фонтанчики. А это вот проспект Виктора Юго. Там вот торговая улочка, но она сейчас все закрыта. На самом деле, потому что сегодня воскресенье. А у них здесь есть, похоже, метро. Да, площадь Белекур. Наверное, это метро. Наверное, это метро. Сзади осталась площадь Белекур. Мы прошлись немножко по торговой улице, по центральной улице. И вот мы выходим к реке Рона.
Зашли в магазин, поняли, что ничего интересного нет. Ну вот идем туда, красиво сейчас флаг развивается, и фонтан такой с цветами. Красивый, очень привлекло меня это. И мы идем посмотрим, что там. Это творение называется «Цветочное дерево». Оно было создано в 2003 году корейским художником Чой Джон Хва для участия в 7-м биеннале современного искусства в Лионе. Дерево состоит из 85 отдельных цветков, сгруппированных вместе. Выглядит цветочное дерево очень привлекательно, и с ним, конечно же, хочется сфотографироваться. Итак, а мы выходим, тем не менее, к реке Рона. Вот. Тут пробочка такая стоит. Народ сидит на набережной, отдыхает и расслабляется. Сегодня жарко. Вот. Разные флаги развиваются. Вот это, видимо, лионский флаг посередине. Это французский флаг. Флаг Лиона, Евросоюза. И чего? Здесь очень, кстати, красивый вид в эту сторону открывается, и на старый город, и вот тут. Сейчас, конечно, солнышко светит с этой стороны. Ну, пойдем дальше гулять по городу, да? Вот, очень красиво. Вода просто вообще потрясающего такого синего цвета. Не знаю, передает ли это камера, но выглядит очень круто. Город вообще красивый, мне нравится. Посмотрели площадь Беликюр, ничего особенного. Меня не впечатлило, зашли, купили по бутылочке водички, потому что жарище, и очень хочется пить. И вот смотрим на главный собор Лиона и на собор Фурьер. Вид классный открывается, вообще очень приятная набережная. Вышли мы на площадь Республики, она такая совсем другая, даже мне она гораздо больше нравится, потому что площадь Беликюр какая-то она безликая, а вот здесь такая она очень симпатичная, и домики такие в парижском стиле, во французском, который нам как раз очень даже нравится. Такой вот троллейбус на улице Лиона. По пешеходному мосту, впереди дворец правосудия, наверху Нотр-Дам-де-Фурьер, где мы только были сегодня днем с детьми вместе, а вот там собор, Лионский собор. Вот. И вот мы там вот по этому парку, кстати, спускались пешочком. Сейчас детей отвели домой отдыхать, а сами идем гуляем. Зашли в какой-то проход. А тут было что-то написано какого-то 15 века. Вот. Что тут мы не понимаем, но вот вошли вот оттуда. Идем вон туда. Зашли в такой магазинчик, где продаются вот это вот леонские конфетки. Там, мне кажется, орешки в чем-то сладком. Попробуем такое. Я снимаю, просто взяли такой на пробу. Ждем, когда придет продавец. Тут Гарри Поттеровские всякие сувенирчики. Принесли Сереже водочку. Сейчас попробуем. Пробуем пиво. А, кстати, хорошее, вкусное. Пиво вкусное. Короче, налил Сереже водочки по граненому стаканчику. Давай. Ну что, на здравие. Погнали. Поехали веселиться. Как ты сюда записываешь? Занюхаем. Сидим вот так вот с кактусами. Я заказала кнели. Это лионские кнели, или попросту рыбные клёцки. Готовятся из щучьего фарша с раковым соусом. Мне было очень интересно попробовать это блюдо, и оно мне понравилось. А у Сережи бургер. Бургер с картошечкой. Чё, как? Слушай, прикольно, правильно. Ну, слушай, у меня пахнет прикольно. Пахнет у меня как раз таким каким-то крабом или чем-то. Мы вышли с утра за брешами. Такие вот бреши. Такие бреши в фирменном магазинчике. Завернули нам вот так вот в красивые их. Мама несет детям завтрак в клювике.
дети вот здесь, вот, за этой решеточкой. Это наши апартаменты. Ух ты! Каких-то 2 бургера. Это бриоши. Та-да-да-да-да! Розовый! Уху, сейчас будем пробовать. Утро в Лионе. Прощальное. Уезжаем из Лиона. Уже едем сегодня в Прагу. Кидаем монетки в реку Сону. Давай, чтобы вернуться. Чтоб вернуться. Давай, кидай. О, там куча кувшинок. Все, монетки кинули, а мы все, уезжаем в Прагу. До свидания, Лион. Прекрасный Лион. Парковка за 2 суток в Лионе 54 евро. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось и было полезно. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Всем мира и добра и до новых встреч в новых городах и странах.